Голова гудела и раскалывалась так, словно внутри черепа всю ночь работал отбойный молоток. Хотя я точно помнил, что вчера за скромным ужином позволил себе всего одну бутылку легкого пива. Это было совершенно ненормальное, тяжелое состояние, будто меня оглушили пыльным мешком из-за угла или подмешали что-то сильное в стакан, пока я отвернулся. Я с невероятным трудом разлепил глаза и уставился в серый, покрытый старыми трещинами потолок дешевого придорожного мотеля где-то на середине трассы М7. В тесной комнате стоял спертый запах чужих сигарет и дешевого освежителя, а за тонкими картонными стенами кто-то надрывно кашлял. Электронные часы на тумбочке показывали ровно 6 утра. За окном висела густая, непроглядная зимняя тьма, и только редкие фары проезжающих фур выхватывали из темноты куски заснеженной обочины. Нужно было вставать, выходить на этот собачий холод, заводить дизель и ехать дальше, чтобы заработать на кусок хлеба. Я через силу сполз с продавленного матраса, натянул ледяные джинсы и куртку, чувствуя, как каждое резкое движение отдается тупой болью в висках. Выйдя на улицу, я жадно вдохнул морозный воздух, надеясь, что минус 20 градусов хоть немного прояснят мой затуманенный рассудок. Парковка была почти пуста, если не считать пары занесенных снегом легковушек и моей фуры, стоящей в самом темном дальнем углу, словно огромный спящий зверь. Для вас это просто бездушная груда металла, но для меня этот тягач — дом, кормилец, единственный друг, который никогда не предаст. У старых опытных дальнобойщиков есть один железный закон, который мы впитываем с запахом солярки. Перед тем, как сесть за руль, обязательно сделай полный круг почета вокруг своей машины. Проверь каждое колесо, каждую пломбу на дверях, взгляни на оптику. Этот простой ритуал спасает жизни. Я включил фонарик на телефоне и медленно побрел вдоль длинного борта, привычно пиная покрышки и проверяя натяжение тента. Все выглядело абсолютно нормально. Машина казалась целой и невредимой после ночной стоянки. Я уже достал ключи, мечтая поскорее забраться в теплую кабину и поставить чайник, но что-то заставило меня резко остановиться прямо перед носом грузовика. Какой-то внутренний животный сигнал тревоги. Я направил луч света на массивный хромированный бампер и почувствовал, как сердце пропустило удар, а потом бешено заколотилось где-то в горле. На идеально начищенном металле красовалась уродливая глубокая вмятина, которой еще вчера вечером точно не было. Но самое жуткое было не это. Прямо в нижней решетке радиатора застрял лоскут дорогой серой ткани, а вокруг него на ледяном хроме застыли темные бурые брызги. Я в ужасе провел по ним рукой в перчатке, молясь, чтобы это оказалось машинное масло или дорожная грязь, но липкий характерный след на пальце кричал об обратном. Пока я спал беспробудным неестественным сном, кто-то брал мою машину, и, судя по этой страшной находке на бампере, ночная поездка закончилась для кого-то фатальным исходом, а мой грузовик стал безмолвным соучастником. Первая волна паники ударила в голову так сильно, что я едва устоял на ногах, хватаясь ледяными пальцами за зеркало заднего вида, чтобы не рухнуть в грязный снег. В мозгу, словно заезженная пластинка, крутилась одна безумная парализующая мысль. Неужели это сделал я? Неужели я мог сесть за руль в полном беспамятстве, совершить непоправимое и вернуться в постель, начисто стерев этот кошмар из памяти? Но здравый смысл тут же запротестовал, ведь я спал слишком крепко, неестественно глубоко для человека, который привык просыпаться от любого подозрительного шороха на парковке. Меня словно выключили из розетки чьей-то невидимой рукой. Я рывком распахнул тяжелую дверь кабины и буквально влетел внутрь, дрожащими от напряжения руками пытаясь открыть панель тахографа. Для тех из вас, кто далек от сурового мира больших дорог, объясню максимально просто. Это наш бортовой самописец, беспристрастный механический свидетель, который фиксирует каждую секунду работы двигателя и каждый пройденный метр пути. Обмануть его невозможно. Я достал бумажный диск, так называемую шайбу, и посветил на нее фонариком, боясь увидеть правду. Но тонкая кривая линия графика не врала и безжалостно рушила мою жизнь.
Ровно в 3 часа ночи, когда я лежал в номере без сознания, стрелка самописца ожила, двигатель был заведен. График четко показывал активное движение. 20 минут в одну сторону, короткая остановка и 20 минут обратно. Кто-то чужой, расчетливый и пугающе хладнокровный брал мою машину ровно на 40 минут, чтобы совершить свои темные дела и вернуть ее на место, пока я смотрел сны. Я в ужасе отбросил диск на сиденье и судорожно крутанул ручку радиоприемника, надеясь услышать музыку, чтобы хоть как-то заглушить бешеный стук собственного сердца. Но эфир встретил меня тревожным металлическим голосом диктора местных новостей. Сквозь треск помех прорывались слова, от которых кровь мгновенно застыла в жилах. Сообщали о страшном ночном происшествии всего в 5 километрах от моей стоянки. На пустынном участке трассы был найден разбитый автомобиль сына областного прокурора. Исход для водителя иномарки оказался фатальным. Редкие свидетели утверждали, что виновником стала огромная темная фура, которая скрылась в неизвестном направлении, даже не притормозив. Я почувствовал, как пол кабины буквально уходит из-под ног. Сын прокурора. Это был не просто дорожный инцидент, это был смертный приговор без суда и следствия для того, кого назначат виноватым. Диктор добавил, что по всей области введен план «Перехват», и усиленные патрули уже начали прочесывать все стоянки и мотели, проверяя каждый больший груз в радиусе 100 километров. Я медленно поднял глаза, посмотрел в огромное лобовое стекло и увидел, как вдалеке, у самого въезда на территорию парковки, зловеще замигали синие проблесковые маячки полицейской машины, которая медленно, словно хищник, начала объезжать ряды спящих грузовиков, неумолимо приближаясь к моему укрытию. В этот момент, глядя на неумолимо приближающиеся синие вспышки, я отчетливо понял весь ужас своего положения, и холодный пот прошиб меня сильнее, чем 30-градусный мороз. Вы должны понимать, что сын областного прокурора – это не просто потерпевший, это особая каста неприкасаемых, и любой, кто перешел им дорогу, обречен заранее. Меня не повезут в отделение, чтобы оформить протокол по закону, и никто не станет слушать жалкие оправдания про то, что я крепко спал под действием неизвестного снотворного. С такими вводными до справедливого разбирательства я просто не доберусь, потому что внезапный фатальный исход в камере предварительного заключения случается слишком часто, когда на кону стоит гнев людей с большими звездами на погонах. Я мгновенно осознал, что меня грамотно и расчетливо опоили, ведь та тяжелая свинцовая усталость и полный провал в памяти не могли быть следствием одной бутылки пива. Но сейчас, стоя у капота с чудовищными уликами на бампере, я был идеальным кандидатом на роль виновного. Местные оперативники уже рыли землю носом, и им нужен был не настоящий злодей, а тот, на кого можно быстро повесить это громкое дело, чтобы отчитаться перед влиятельным отцом. Выбора у меня не оставалось. Либо я сейчас подниму руки вверх и фактически соглашусь с обвинением, либо попытаюсь исчезнуть и самостоятельно найти тех, кто так виртуозно меня подставил. Я пулей влетел в кабину, чувствуя, как адреналин выжигает остатки страха, и дрожащими пальцами повернул ключ зажигания, молясь всем дорожным богам, чтобы техника не подвела. Огромный дизель, промерзший за долгую ночь, отозвался недовольным натужным рыком, но все же затарахтел, выпуская в темноту густые клубы сизого дыма. Я видел в боковое зеркало, как патрульная машина медленно ползет вдоль ряда спящих фур, светя мощными фарами на государственные номера. И до моей черной громадины им оставалось проехать всего пару десятков метров. Времени на раздумье больше не было. У меня оставалось от силы 5 минут, чтобы проскочить через запасной технический выезд, о котором знают только бывалые водители, и раствориться в густом утреннем тумане, прежде чем они полностью перекроют периметр и наглухо захлопнут эту смертельную ловушку. Тяжелая машина, надрывно скрипя рессорами на морозе, медленно перевалилась через высокий сугроб у заднего выезда, о котором знали только мы, старые волки этой трассы, и я буквально спиной чувствовал, как синие огни патруля разрезают темноту там, где я стоял всего минуту назад. Вырвавшись на пустую дорогу, я не стал давить на газ до упора, чтобы рев мотора не привлек лишнего внимания,
а тихо растворился в густом предрассветном тумане, уводя свою страшную черную метку подальше от глаз закона. Километров через 10 я свернул на заброшенную проселочную дорогу, ведущую к старому ангару, который я приметил еще в прошлых рейсах. Здесь, среди ржавых балок и битого кирпича, скрытый от трассы, я наконец-то смог выдохнуть и заняться тем, от чего меня мутило до дрожи. Мне нужно было срочно избавиться от улик на бампере. Воды под рукой не было, она бы моментально превратилась в лед, поэтому я достал из бардачка початую бутылку самой дешевой водки, мой неприкосновенный запас. Дрожащими руками я выплеснул едкую жидкость на металл и начал яростно тереть его снегом, смывая бурые следы ночного кошмара. Это было жутко, словно я смывал саму память о произошедшем, но инстинкт самосохранения был сильнее брезгливости. Кусок серой ткани, застрявший в решетке радиатора, я с силой вырвал и спрятал во внутренний карман куртки. Теперь это был мой единственный вещдок. Спрятав фуру в глубине ангара и забросав следы шин еловыми ветками, я сел в ледяной кабине и заставил мозг работать. Кто мог провернуть такое? Замки не взломаны, значит, открывали родным ключом. Я начал по секундам восстанавливать вчерашний вечер в кафе. Ужин был скромный, но было кое-что странное. Молодая официантка улыбалась слишком уж приветливо, словно пыталась отвлечь мое внимание, пока я расплачивался. А потом был тот парень за соседним столиком, одет явно не по-дальнобойному, в дорогой куртке с бегающим взглядом. Он подошел попросить зажигалку, а потом в знак благодарности угостил меня сигаретой. «Попробуй, импортные, угощаю», — сказал он с ехидной ухмылкой. Я никогда не беру сигареты у незнакомцев, но тут, расслабившись, согласился. И именно после этой проклятой сигареты в голове появился туман, а ноги стали ватными. Теперь, сидя в тишине, я понял, что это была не случайность. Меня вели, меня выбрали, и этот парень был тем звеном, которое могло привести меня к истине, если я успею найти его раньше, чем они найдут меня. Сидя в ледяной тишине старого ангара, я начал методично осматривать свою кабину, пытаясь понять, как именно ночной гость попал внутрь моего железного дома. Вы должны понимать, что моя фура — это настоящая крепость, вскрыть которую без шума и повреждений практически невозможно, если ты не взломщик экстра-класса. Я включил фонарик и сантиметр за сантиметром изучил личинки замков на дверях, ожидая увидеть следы от отмычек или грубой силы, но металл был девственно чист. Это открытие ударило меня сильнее мороза. Замки не взламывали, дверь открыли родным ключом, спокойно и уверенно, словно хозяин вернулся домой. Холодный липкий пот снова проступил на спине, когда я судорожно начал проверять карманы куртки. Связка ключей лежала на месте, в глубоком внутреннем кармане, там, где я всегда ее ношу. Но когда я достал ее и поднес к свету, то заметил одну крошечную, едва уловимую деталь, которой раньше точно не было. На старом металлическом кольце, прямо возле ушка ключа зажигания, появилась свежая блестящая царапина, будто кто-то в огромной спешке сдергивал ключ или торопливо возвращал его обратно. Пазл в голове начал складываться в жуткую картину. Пока я лежал в номере в глубоком искусственном забытьи, кто-то бесшумно вошел, обшарил мои карманы, забрал ключи, сделал свое черное дело и виртуозно вернул все на место. Меня пробрала дрожь от осознания того, насколько беззащитным я был. Но это было еще не все. Мой взгляд скользнул на резиновый коврик пассажирского сиденья, и я увидел улику, которая окончательно развеяла все сомнения. Там, в пыли, валялся тонкий недокуренный окурок дорогой марки. Я поднял его и понюхал. Резкий запах ментола ударил в нос. Я всю жизнь курю только крепкий табак. А вот тот парень в кафе, который так навязчиво угощал меня, курил именно такие, тонкие, ментоловые. Значит, этот человек не просто подставил меня. Он сидел здесь, в моей кабине, и вел мою машину.
Но в своей наглости допустил одну роковую ошибку, оставив этот окурок, который теперь связывал его с моей фурой крепче любых цепей. Я понимал, что сидеть в ледяном ангаре и ждать, пока меня найдут с собаками, это верный путь в никуда. Поэтому, скрипя сердце, я запер фуру, забросал следы еловыми лапами и шагнул в заснеженную чащу. Идти пришлось по пояс в рыхлом снегу, продираясь сквозь колючие кусты, которые рвали одежду, словно напоминая, что теперь я загнанный зверь, которому нет места на ровной дороге. Моя цель казалась безумной — вернуться в самое пекло, к мотелю, чтобы найти хоть какую-то зацепку или увидеть записи с камер. Через полчаса тяжелого пути, когда легкие уже горели от мороза, я увидел сквозь деревья тревожные огни и услышал треск раций. Я упал в сугроб на опушке и, осторожно, стараясь не дышать, выглянул из-за ствола сосны, превратившись в невидимого наблюдателя. Картина не оставляла шансов. Мотель был похож на осажденную крепость. Периметр наглухо перекрыт машинами с мигалками, а у входа суетились люди в форме, создавая атмосферу тотальной зачистки. Я видел, как на крыльцо вывели весь персонал, включая ту самую девушку, которая вчера мне улыбалась, и грузный мужчина в погонах начал на них кричать, требуя ответов. Вы, наверное, думаете, что хуже быть не могло, но в этот момент мое внимание привлекло движение сбоку. Из дорогого черного внедорожника вышел тот самый парень, который вчера угощал меня ментоловой сигаретой, тот, чей окурок я нашел в своей кабине. Я ожидал, что его начнут допрашивать, но он спокойно, вальяжной походкой прошел через оцепление, подошел к главному офицеру, командовавшему облавой, и по-свойски, даже небрежно, пожал ему руку, словно старому другу. Они закурили, смеясь и обсуждая что-то, и в эту секунду мой мир рухнул окончательно. Я понял страшную правду. Человек, который угнал мою фуру и совершил на ней фатальный наезд, не просто знал полицию, он был частью этой системы, своим в доску, и вся эта операция была не поиском преступника, а охотой на меня. Ждать больше было нельзя, ведь каждая секунда промедления приближала момент, когда служебные собаки возьмут мой след. Воспользовавшись тем, что все внимание оперативников было приковано к главному входу, я тенью скользнул к заднему двору мотеля, туда, где стояли мусорные баки. Интуиция подсказывала, что если этот свой человек чувствовал себя так уверенно, то и улики он мог сбросить небрежно, не утруждая себя сложными схемами, будучи уверенным в своей безнаказанности. Я перелез через обледенелую сетку и начал лихорадочно осматривать контейнеры. Удача улыбнулась мне в тот момент, когда надежда почти угасла. Среди грязных пакетов я увидел дорогой смартфон, разбитый вдребезги, словно его со всей силы швырнули об асфальт. Восстановить сам аппарат было невозможно, экран превратился в крошево, но, поддев крышку, я увидел маленькое чудо. Слот для карты памяти был цел, и крошечная флешка все еще сидела в гнезде. Дрожащими от холода пальцами я вставил ее в свой старый телефон, молясь, чтобы она заработала. Экран мигнул, и передо мной открылась галерея, забитая снимками с бурной ночной вечеринки. Я листал фотографии, и с каждым кадром волосы на голове шевелились от ужаса. Это была та самая золотая молодежь, хозяева жизни, дорогие напитки, пьяное веселье, гонки. И на одном из последних кадров, сделанном всего за час до трагедии, я увидел их вдвоем. Тот самый парень, чей жизненный путь оборвался на трассе, и тот, кто сейчас жал руку офицеру полиции, стояли в обнимку, поднимая бокалы. Они были не просто знакомыми, они были лучшими друзьями. В этот момент пазл в моей голове щелкнул, складываясь в чудовищную картину. Это не был случайный наезд неизвестной фуры. Это была циничная инсценировка, призванная скрыть внутреннюю разборку или пьяную ошибку мажоров. А я и мой грузовик были выбраны на роль идеального козла отпущения, на которого удобно списать все грехи. Ведь мертвые не умеют оправдываться, а живые с такими связями всегда найдут способ выйти сухими из воды. Я сидел в сугробе за мусорными баками, и холод пробирал до костей.
Но меня трясло не от мороза, а от той леденящей истины, которая открывалась с каждой новой фотографией на маленьком экране. Галерея была детальной хронологией их безумия. Вот они поднимают бокалы в клубе, вот уже на улице садятся в свои дорогие спорткары, а вот размытое видео, где стрелка спидометра уходит за 200 километров в час. Я, как опытный водитель, видящий дорожные происшествия каждый день, начал прокручивать в голове сценарий той ночи, и страшные детали вставали на свои места с пугающей точностью. Скорее всего, пьяный кураж быстро перерос в опасную гонку, и на скользкой зимней трассе кто-то из них просто не справился с управлением на бешеной скорости. Удар дорогой иномарки о другую машину или отбойник оставляет очень специфические следы, по которым любой эксперт сразу поймет – это было столкновение легковых автомобилей, а значит, виноват кто-то из своих, из этой неприкасаемой золотой тусовки. Они стояли над пострадавшим другом, понимая, что их влиятельные отцы смогут замять многое, но не все. И тогда в чьей-то пьяной, но изощренной голове родился этот дьявольский план спасения собственных шкур. Им нужно было скрыть сам факт первой аварии, превратить ее в нечто иное, в то, что без вопросов спишут на слепой случай и чужую халатность. Им нужен был тяжелый слон, который раздавит посудную лавку так, чтобы никто не стал разбираться в мелких осколках. Моя огромная черная фура, одиноко стоящая на темной парковке, стала для них настоящим подарком судьбы. Они не просто угнали ее, чтобы покататься. Они хладнокровно и расчетливо взяли мои 20 тонн железа, чтобы проехать по уже случившейся трагедии, буквально вкатать улики в асфальт и превратить спорное столкновение в очевидный наезд большегруза. Мой бампер должен был стать финальной печатью, закрывающей их дело, а я — идеальным виновником, который либо отправится в колонию на многие годы, либо просто исчезнет в лесу при попытке бегства. Это была не просто подстава. Это была гениальная и чудовищная в своей циничности реконструкция реальности, где моя жизнь стоила меньше, чем царапина на их бампере. Но они не учли одного важного момента. Даже идеально спланированное преступление может рассыпаться в прах, если безмолвное орудие вдруг обретет голос и само выйдет на охоту за своими обидчиками. В нагрудном кармане куртки мне жгла грудь цифровая улика, способная в одночасье разрушить их богатые и беспечные жизни. Но я, как человек, знающий систему изнутри, прекрасно понимал, что в местном суде эти фотографии могут легко признать ловкой подделкой. Одного окурка с ментолом для серьезного обвинения слишком мало. Сухие показания тахографа говорят лишь о факте движения машины, но не указывают на личность водителя. А моим словам против неприкасаемого сына большого начальника никто не поверит. Мне нужно было нечто большее, чем просто файлы. Мне нужно было заставить их совершить роковую ошибку и самим приехать ко мне в руки. Поэтому я решил пойти на отчаянный, смертельно опасный блеф. Я знал гнилую психологию таких людей. Они высокомерны и считают себя хозяевами мира, но внутри они трусливы и панически боятся потерять свой статус. Поэтому я решил сыграть именно на этом животном страхе. Скрываясь в густых тенях, я короткими перебежками вернулся через лес в ледяной ангар к своей спрятанной фуре, запрыгнул в промерзшую кабину и твердой рукой потянулся к рации. Я был абсолютно уверен, что они, как истинные хищники, сейчас мониторят 15-й канал, нашу общую частоту, чтобы контролировать каждый шаг и наслаждаться моим падением. Я глубоко вдохнул ледяной воздух, нажал холодную кнопку тангенты и отправил в эфир сообщение, которое должно было стать либо моим спасением, либо последней ошибкой. «Экипаж на черном внедорожнике. Я знаю, что вы меня слышите и ждете развязки», — произнес я, стараясь звучать максимально хладнокровно. «Вы все просчитали, кроме одной детали. В моей кабине стоит скрытый регистратор с датчиком движения, и теперь у меня есть отличное видео, где видно ваши лица, как вы садитесь за мой руль и как потом возвращаете ключи». Это была чистая ложь.
Никакого регистратора у меня не было, но я знал, что ужас перед разоблачением заставит их поверить в любое чудо техники. Я выдержал театральную паузу и добавил: «Если не хотите, чтобы это видео через час оказалось в интернете и у федералов, приезжайте в старый заброшенный карьер за промзоной. Там мы без свидетелей обсудим цену тишины. Но помните, копия записи уже у надежного человека». Эфир отозвался лишь пустым шипением, но я кожей чувствовал, как в их машине повисла паника. Ведь теперь охотник и жертва поменялись местами, и они едут в мою ловушку уже не как победители, а как загнанные звери. Старый заброшенный карьер встретил меня могильной тишиной и ветром, который гулял между ржавых остовов, словно хозяин этого мертвого места. У меня было всего 20 минут форы, чтобы превратить эту пустошь в свою крепость, и я использовал каждую секунду, вспоминая хитрости жизни на зимниках. Я загнал фуру в глубокую тень за полуразрушенным цехом так, чтобы корпус был скрыт, но мощные фары смотрели прямо на единственный узкий въезд. Но одной позиции было мало, ведь против меня ехали люди, уверенные в своей безнаказанности, поэтому я достал из ящика канистру с густой черной отработкой масла и щедро полил ею обледенелый бетонный пятачок прямо перед тем местом, где они должны были остановиться. Теперь любой, кто выйдет там из машины, окажется на скользком, как стекло, катке, где устоять на ногах невозможно. Закончив приготовление, я забрался в ледяную кабину, заглушил двигатель, чтобы не выдать себя облаком пара, и превратился в слух, сжимая в руке тяжелую монтировку, мой единственный аргумент в предстоящем жестком споре. Время тянулось предательски медленно, но вдруг тишину разорвал низкий рык мощного мотора. Из темноты вынырнули два слепящих глаза фар, и на площадку, агрессивно виляя, вполз огромный хищный черный внедорожник, выглядевший здесь как зловещий инопланетный корабль. Они не стали осторожничать, чувствуя себя хозяевами. Машина резко затормозила в центре моей масляной ловушки, двери распахнулись, и на снег вывалились трое крепких парней. В их руках я заметил не деньги для выкупа, а длинные биты и предметы, похожие на оружие, и в этот момент я понял, что никаких переговоров не будет. Они приехали не договариваться, а навсегда закрыть вопрос с неудобным свидетелем. Но они даже не подозревали, что через секунду я нажму тумблер дальнего света и превращу их ночь в ослепительный белый ад. В ту же секунду я врубил всю световую мощь своей люстры, и 4 мощных прожектора на крыше кабины ударили по ним ослепительным белым молотом, мгновенно превратив глухую ночь в нестерпимо яркий день. Эффект превзошел все мои самые смелые ожидания. Ослепленные и полностью дезориентированные, они инстинктивно дернулись назад, пытаясь закрыть глаза руками. И тут безупречно сработала моя вторая хитрая ловушка. Скользкая, маслянистая жижа под их ногами не оставила им ни единого шанса устоять, и двое самых здоровых громил с глухим грохотом рухнули на бетон, беспомощно барахтаясь в черной грязи и роняя свои бесполезные теперь биты. Я отчетливо понимал, что у меня есть всего несколько драгоценных мгновений, пока они не пришли в себя от шока. Поэтому я пулей вылетел из теплой кабины, но побежал не к ним, а в сторону нагромождения старых ржавых контейнеров, специально громко топая по железу, чтобы привлечь их внимание. Мой риск оправдался, и расчет оказался верен. Тот самый парень в дорогой куртке, который вчера так любезно угощал меня сигаретой, оказался самым проворным и, чудом избежав падения, в панике рванул за мной, решив, что я пытаюсь сбежать в лес. Он самонадеянно думал, что загоняет испуганную жертву в угол, но на самом деле он добровольно бежал прямо в подготовленный мною капкан. Я виртуозно заманил его в запутанный лабиринт из брошенных рефрижераторов, где знал каждый ржавый поворот,
И когда он, тяжело задыхаясь, вбежал в узкий проход между железными стенами, я резко развернулся, сбил его с ног подсечкой и буквально швырнул внутрь старого, но все еще крепкого термобокса. Тяжелая дверь с противным визгом захлопнулась, и я мгновенно задвинул ржавый засов изнутри, наглухо запирая нас обоих в полной гулкой темноте, надежно отрезанной от внешнего мира толстым слоем звукоизоляции. Снаружи доносились яростные, но глухие крики его подельников, которые потеряли нас из виду, но здесь, внутри, было тихо, и только его сбивчивое, испуганное дыхание выдавало дикий животный страх. Я включил карманный фонарик и направил резкий луч прямо ему в лицо, увидев расширенные от ужаса зрачки человека, который привык покупать все в этом мире за папины деньги, но вдруг оказался в ситуации, где его золотая карта не имеет ровным счетом никакой силы. Я прижал его к ледяной стене и тихо, но с железной угрозой в голосе спросил: «Ну что, друг, угостишь еще одной сигаретой? Или прямо сейчас расскажешь мне под запись, кто на самом деле сидел за моим рулем этой роковой ночью?» Этот избалованный роскошной жизнью парень сломался гораздо быстрее, чем я мог ожидать, потому что вся его напускная смелость и дерзость держались исключительно на ощущении полной, абсолютной безнаказанности. Но здесь, в ледяном мраке тесного контейнера, громкая фамилия его влиятельного отца не стоила ровным счетом ничего. Сначала он еще пытался кричать и угрожать серьезными проблемами, брызгая слюной и обещая, что меня сотрут в мелкий порошок. Но стоило мне лишь молча и выразительно поднять тяжелую железную монтировку, как его гонор моментально испарился, уступив место животному, первобытному страху и истерике. Заикаясь, всхлипывая и глотая слезы, он начал торопливо выкладывать всю грязную подноготную той роковой ночи, и от его сбивчивых слов у меня буквально застыла кровь в жилах. Оказалось, что за рулем той черной иномарки сидел вовсе не он, а сын начальника областной автоинспекции, тот самый негласный лидер их компании, который с детства привык, что ему абсолютно все сходит с рук. Пострадавший парень, сын прокурора, был их близким другом, но после глупой пьяной ссоры они высадили его на темной зимней трассе, чтобы проучить. А когда вернулись, водитель на огромной скорости просто не успел среагировать и совершил фатальный наезд. Вместо того, чтобы попытаться спасти товарища и вызвать помощь, эти хозяева жизни испугались за свои шкуры и карьеры своих влиятельных отцов. И тогда сын главного гаишника придумал этот дьявольский циничный план найти спящего дальнобойщика, угнать его фуру и проехать по месту происшествия еще раз, чтобы скрыть характерные следы от бампера легковой машины и свалить всю вину на меня. Мой пленник клялся, что он был против, но панически боялся своего властного друга, и именно этот липкий страх заставил его сделать то, что теперь давало мне призрачный, но реальный шанс на спасение. Трясущимися от холода руками он достал из потайного кармана куртки второй телефон и включил запись на диктофоне, которую сделал тайком в ту ночь. Я отчетливо услышал их голоса, цинично обсуждающие детали моей подставы. Ведь этот трус решил подстраховаться и собрать убойный компромат на своего приятеля, чтобы шантажировать его в будущем. Я крепко, до побеления костяшек, сжал этот телефон, понимая, что держу в руках не просто цифровую улику, а свой единственный билет на свободу. Но в этот момент я еще не догадывался, что самое сложное впереди, и выбраться с этой записью из леса будет труднее, чем выжить в лобовом столкновении. У меня в руках был телефон с записью, которая могла взорвать этот город и разрушить карьеры неприкасаемых людей.
Но я прекрасно понимал, что пока я нахожусь в лесу, я все еще остаюсь легкой добычей для тех, кто носит погоны, но служит только себе. Оставлять пленника в контейнере было сурово, но необходимо. Он был гарантом того, что мне не выстрелят в спину. Я взлетел в кабину тягача и повернул ключ, чувствуя, как дизель оживает, готовый к главному рывку. Медлить было нельзя ни секунды, ведь подельники мажора наверняка уже сообщили покровителям о провале. Я воткнул передачу, и 20-тонная махина с ревом сорвалась с места, ломая бампером кусты и прокладывая путь к федеральной трассе, где есть камеры и свидетели. Мой план был прост — добраться до границы области, где влияние начальника автоинспекции заканчивается, и передать телефон федералам. Лесная дорога петляла, фары выхватывали из тьмы стволы сосен, мелькавшие словно тюремная решетка. Я гнал машину на пределе, не жалея подвеску, понимая, сейчас решается вопрос моей жизни и справедливости. И вот, когда впереди забрезжил спасительный просвет, я увидел огни трассы, сердце пропустило удар. Единственный выезд был наглухо перекрыт патрульной машиной с включенными маячками, стоявшей поперек дороги. Я ударил по тормозам, фура пошла юзом по льду, поднимая снежную бурю, и замерла буквально в метре от полицейского капота. Дверь патрульной машины открылась, и оттуда не спеша вышел высокий грузный человек в полковничьей форме. В его тяжелом, властном взгляде я с ужасом узнал родного отца того парня, который сидел за рулем машины убийцы. Но самым страшным было то, что в его правой руке был зажат вовсе не жезл для остановки, а направленный мне прямо в лоб вороненый ствол табельного оружия. В ту долю секунды, когда наши взгляды встретились, я понял, что этот человек в погонах пришел не арестовывать, а навсегда закрыть неудобный вопрос и защитить сына любой ценой. Его палец начал давить на курок, и у меня не оставалось времени на раздумья, поэтому я пригнулся и со всей силы вдавил педаль газа в пол. Многотонная машина взревела и рванула вперед, чтобы сокрушить преграду. Последовал страшный удар. Мой стальной бампер снес патрульную машину с дороги, словно картонную коробку, отшвырнув ее в сугроб. Я вырвался на федеральную трассу, надеясь найти спасение. Но кошмар только начинался. В зеркалах замелькали огни погони. Полковник вызвал подкрепление. Я слышал сухие хлопки выстрелов и понимал, что они бьют не по колесам, а выше, чтобы устранить меня до того, как я доберусь до людей. Машину начало опасно водить. Пуля пробила задний баллон, и фура превратилась в неуправляемый снаряд. Я понял, что физически мне не уйти, поэтому решился на отчаянный шаг, который был моим последним козырем. Одной рукой, удерживая руль, я достал телефон и нажал кнопку «Прямой эфир» в социальной сети. Прямо сейчас меня пытаются убрать за преступления, которые совершили дети больших начальников, прокричал я в камеру и включил запись с признанием мажора. Счетчик зрителей стремительно рос, люди делились видео, создавая вокруг меня щит из публичности. Впереди показался кордон. Дорогу перекрыли грузовики спецназа. Я нажал на тормоз. Фура юзом пропахала обочину и замерла. Дверь кабины распахнули. Я увидел направленные стволы автоматов, но в ту же секунду к машине подбежал полковник с перекошенным от ярости лицом, поднимая пистолет. Однако командир спецназа перехватил его руку и кивнул в сторону. На обочине уже стояли десятки случайных свидетелей, которые снимали все происходящее на телефоны, превращая мою тайную казнь в невозможное событие на глазах у всей страны. Тот момент на трассе, когда десятки камер зафиксировали мое задержание, стал переломным. Ведь после того, как запись с признанием разлетелась по сети, замять дело стало невозможно даже для людей с большими звездами.
Меня продержали в изоляторе несколько недель, пока шло следствие, но общественный резонанс был настолько мощным, что система сдала своих, чтобы сохранить лицо. Полковника с позором уволили, а золотая молодежь, привыкшая считать город своей песочницей, впервые оказалась на скамье подсудимых, и реальных сроков избежать никому не удалось. Но для меня главным итогом стала не месть, а тот день, когда я пришел на штрафстоянку забирать свою верную фуру. Она стояла там, побитая, с простреленными колесами, похожая на израненного бойца, принявшего удар за меня. Я гладил ледяной металл и чувствовал ком в горле, ведь мы выжили только чудом. Первое, что я сделал после ремонта, купил новый бампер, отдав последние сбережения. Старый, на котором осталась роковая вмятина и следы чужой беды, я отвез на свалку, потому что физически не мог ездить с этим грузом памяти. Железо помнит все, и я хотел начать с чистого листа, оставив призраков в том лесу. Сейчас я снова в рейсе, колеса наматывают километры, но что-то во мне изменилось навсегда. Я по-прежнему люблю дорогу, но теперь, останавливаясь на ночлег даже на самых людных стоянках, я всегда запираю двери на 2 оборота и ставлю дополнительные засовы изнутри. Вы можете назвать это паранойей, но я на собственной шкуре узнал цену беспечности. Теперь я сплю чутко и больше никогда не беру угощения от незнакомцев, потому что жизнь научила меня главному правилу: твоя крепость надежна ровно настолько, насколько ты сам готов ее защищать, а доверять на трассе можно только себе, своему мотору и ангелу-хранителю, который, я надеюсь, не спит, когда сплю я.